Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака Зодиака Близнецы на канале Астро Инспирационе. Таро прогноз, что случится, что произойдет, события и неожиданности июля месяца. Давайте с вами узнаем. Рассмотрим сегодня те вопросы, которые для вас будут наиболее актуальными в течение июля. И это то, что несколько не вписывается в рамки времени. Стало быть, это где-то как и от начала, так и до конца июля месяца. И планетарные транзиты этому соответствуют. Ретро-Плутон, ну и особенно для вас, ваш Меркурий, ваша планета-управитель, ушла в конце июня месяца в ретро-движение. И стало быть, что-то как притормаживает, да, и это все происходит в знаке зодиака Рак. Стало быть, тем не менее, это то время, а если мы говорим ретро, это всегда все то, что с приставкой переписать, пересмотреть, переделать, переобустроить, может быть и так, передоговориться. Так вот, тем не менее, сопровождает этот период нас добрыми энергиями в знаке дома, семьи, если мы говорим Рак, любви и памяти. Именно там будут находиться наши энергии, больше вдумчивости и, кстати, меньше спешки. Ретро-Плутон подсказывает, что есть даже те вопросы, которые, может быть, они сформировались на конец мая, начало июня, но они не будут решены быстро, они будут решаться постепенно в течение лета, и к середине осени у нас, значит, некоторые заключительные аккорды определенно будут. То есть что-то как будто движется вперед. Но есть и то, что требует нашего возвращения и правильных слов, правильного понимания. Зададим вопросы картам. Что внезапно, что неожиданно, что близнецы вас удивит? Первая карта. Соответственно, с кем будут связаны эти неожиданности, внезапности? И к чему же это все идет, к чему приготовиться, как мы говорим? Как изменится ваша жизнь? Четвертая карта. Ну и, соответственно, что же прояснится? Что уйдет или что вы завершите сами? Главное событие, чем запомнится июль месяц. Ну и ваш главный ресурс, в чем ваша сила. Можем расценивать это как карта совет. Вот давайте будем узнавать. Итак, что там для близнецов внезапно, стремительно? Ну не совсем тут про стремительность. Вот, кстати, в знаке зодиака Рак, ретро-Меркурий. Так вот, мы можем сказать по шестерке кубков, это какие-то контакты с теми людьми, которых вы уже знали прежде. Стала быть, какая-то история судьбы. Она выходит, возможно, на новый уровень. Тут действительно что-то должно быть у вас быть пересмотрено, переделано. Здесь могут быть и обстоятельства, которые вас сталкивают, к примеру, с тем, что меняется что-то у людей или в жизни людей, меняются обстоятельства, меняются какие-то еще, может быть, событийные даты, я имею в виду буквально, все-таки Меркурий ваш отвечает буквально за даты или какой-то маршрут, поэтому тут могут меняться маршруты, как пункты, может быть, собирались ехать в одно место, придется в другое ехать, или к вам кто-то собирался, или это пусть будет связано изменение расписания. Это тоже могут быть сбои. Мы говорим часто по ретро-Меркурию, когда сбивается, да, как именно расписание, может быть, и маршрутов, может быть, по работе даже, да, когда может меняться график, у кого-то так может это происходить. Будьте к этому готовы. Барахлить системы, кстати, могут, особенно электронные, во время периода ретроградного Меркурия. Но все же карта больше говорит именно об отношениях. И, возможно, вот этот общий фон, о котором я рассказала, будет оказывать влияние на какие-то ваши контакты, встречи. Это то, что вы запланировали. И это может быть внезапно и неожиданно, точно какая-то дорога. Может быть, и вам предстоит сделать, совершить очень много тех маршрутов, о которых вы вот сейчас, если вы открыли это видео в июне, но вы еще никуда не собираетесь. Вот тут может быть такое. И причем это вы не будете делать в спешке, потому что это продуманность у нас идет и внимание к деталям. Если мы даже сказали о сервисах. Ваш знак зодиака на последующие 7 лет будет именно отвечать, да, за работу разных сервисов. Может быть, электронная система взаиморасчета. Может быть, это какая-то, как регистрация. Или, любой сервис, через который, посредством, может быть, с помощью которого мы можем осуществить какое-то действие. Это требует, возможно, изучения вашей перестройки, как некого внутреннего
переформатирования, который может быть связан с тем, что вам нужно будет изучить, то есть буквально разобраться, как это работает, или к кому-то обратиться, или, ну, может быть, иногда, если это касается работы, потребуется вам какой-то документ, и вы будете, к примеру, сертификат, кто-то будет изучать даже что-то. Как иностранные языки, у кого-то язык программирования. Опять же, может быть, ведь это карта заслуженного успеха, также 6. То есть какая-то победа будет, но этот заслуженный успех, это вот не буквально завтра, а это нужно нам пройти какую-то дистанцию. Опять же говорят, не спеши. Вот, видимо, важные решения вам предстоит делать, но не в режиме, не в ритме синкопы, да, когда вот и импульс, вот сейчас я хочу что-то осуществить, вот прямо сейчас, мне кажется, срочно нужно что-то делать. Карты все-таки вас останавливают, даже вы, если слышите или сталкиваетесь, мои дорогие любимые близнецы, ну, с какой-то такой реальностью, когда вот именно кажется, да, я должен что-то предпринять, ну, или должна, вот прямо сейчас, как-то правильно провзаимодействовать, ну, будьте готовы. Да не надо тут прямо сейчас, тут нужно правильно сесть подумать. А, кстати, интеллект – это ваша сила тоже. Ладно, с кем, с чем это будет связано? А вот правда что-то и не идет. Хочется в шутку сказать, крокодил не ловится, не растет кокос. Карта разочарования. Но это, конечно, я шучу. Я надеюсь, вы понимаете мой сленг. То есть что-то выходит, сбивается, ну или само по себе, как сервис сбоит, может быть так. С чем? С кем это связано? С каким-то вашим желанием. Кстати, с новостью. Та новость, которая поначалу, как ваш настрой, была со знаком плюс, а потом, ну, может быть, на минус сменилась. Или когда вы что-то не можете осуществить. Вот так. Ваша карта. Именно в аркане маг. Пусть не в каждой колоде, здесь этого нет, но, кстати, это колода Чаромаркете. И в некоторых других колодах Чаромаркете это прорисовано. В левом верхнем углу Меркурий, а в правом Близнецы. В некоторых картах еще добавляется Дева. Ну, то есть это два знака зодиака, которые управляются Меркурием. Вы сейчас очень ресурсны. Вот явно вы хотите что-то осуществить, но что-то сбоит, что-то не идет. И вы находите выход. Причем альтернативный какой-то. Я не исключаю, маг должен, ведь это великий практик, видимо, какое-то важное решение принимать. Может быть, принять решение по поводу каких-то обязательств. Я не исключаю. Или, опять же, ретро. Значит, пересмотреть какие-то обязательства, ваши прежние предпочтения, ваши прежние направления, какие-то пути, дорожки. Скорее всего, тут вот именно ваши планы будут пересмотрены, потому что так, как было прежде, а так не получается. И к чему же это все идет? Но, видимо, близнецы так все переиграют, что будет еще лучше. Хотя поначалу какая-то тема вас может ставить в тупик. Но главное, результат, который вы получаете. Может быть, это будет какое-то действительно новое совершенно решение прежнего вопроса. Может быть, это даже у кого-то связано с взаимоотношениями, семьей. Ведь сейчас эта карта, именно шестерка кубков, карта семьи, карта тех людей, которых мы знали какое-то время. Мы уже их знаем хорошо, они нас знают хорошо. Какие-то прежние, может быть, контакты, которые длятся долгое количество времени. Иногда проходят родственники, далекие родственники. Иногда проходят и друзья, которые вхожи в ваш дом. Ладно, давайте еще узнаем. Но главное, туз кубков. Здесь, знаете, как совмещает и радость, безусловно. Ну, наверное, поэтому и маг, да, как будто действовать, да, вот это лучезарная дельта, глаз, говорит, ты сейчас, близнецы, можешь предвидеть на несколько шагов вперед. Но, видимо, для тебя наступает тот период, июль, когда ты определяешься, вне зависимости, какая там будет фаза Луны, это как будто не имеет значения. Вот ты именно сейчас делаешь что-то как базис, выстраиваешь. Может быть, это касается взаимоотношений. У кого-то это дом сама по себе, ну как вопрос или проблема, у кого это актуально. Место проживания. Потому что тут еще у нас рыбы, а рыбы это тоже где-то знак или значение того, где мы находимся, то есть вот какая-то территория. Почему тут тоже свойственно рыбы. Знак, он даже... Конфигурация знака рыб – это две рыбы, плывущие в разные стороны, мои дорогие. Очень много символов у вас как-то так одновременно на июль совпадает.
Если проанализировать все то, что нам выпало, но ведь рыба – это еще и богатый улов, поэтому деньги. Причем, когда вы останетесь довольны. К чему это все идет? Но это идет еще и к тому, что вам придется, безусловно, вносить коррекцию в ваши планы. Вас кто-то может отговаривать от чего-либо. Вас могут буквально загрузить какой-то работой, какими-то обязательствами. А может быть, это будет связано с тем, что вам придется взять на себя какие-то новые обязательства, подписать новые документы. И карта искаженного восприятия, вы что-то делать не хотите, мои дорогие. Вы хотите себя сохранять. Вот тут есть определенно какая-то заминка, будем говорить, да, то есть если мы спросили, к чему все идет или к чему быть готовым, значит, может вас как безусловно что-то радовать, ну, есть какой-то прогресс, но есть и то, что вот как будто нам это не откликается. Или это идет вразрез с вашими планами, и вы, видимо, будете устанавливать какой-то баланс, как это можно осуществить. Или будете искать какие-то варианты в течение июля месяца. Ну, давайте тогда с вами узнаем, как изменится ваша жизнь. Но, видимо, какое-то важное решение, туз жезлов. Это тот пункт, как точка невозврата. Мы понимаем, что да, что-то изменилось. Я, кстати, не исключаю, законы могут меняться. Не в чистом виде законы так остаются, да. Но ведь выходят какие-то положения, подзаконные акты, которые порой в некоторых вариациях меняют кардинально сам закон в начале. Поэтому я бы не сказала, что ну вот совсем бездействовать, да, тут может быть такая интересная лазейка, когда, допустим, ну, если у вас есть определенная проблема или тема, и она именно связана с законом, здесь может быть на какой-то, даже короткий период, например, ну, как послабление, или вступает в силу какое-то предложение. Это не говорит о спешке, но, значит, если есть этот вопрос, как держи руку на пульсе, тебе нужно отслеживать. Может быть, юристы, адвокаты, у кого-то даже и так, ведь может быть, мы все абсолютно разные. Но давайте мы узнаем, как изменится ваша жизнь. Изменится это точно. С прошлым вы будете прощаться, но тройка пентаклей нам больше говорит, что ты сейчас проходишь как жизненный экзамен. По этой карте, безусловно, это могут быть те проекты, причем которые в последующем будут для вас очень интересны по финансам, потому что тут мы то, что изучаем, или даже пусть мы приступаем к обучению, да, или, ну, какое-то онлайн даже обучение, но в последующем это нам будет или помогать, или приносить конкретно деньги. Вот смотрите, карта кармы, карта справедливости – это как сама судьба. Придется, понятно, держать в чем-то баланс, но здесь может быть не случайная ситуация. Ведь всегда мы говорим по этой карте причина и следствие. То, что вы сделали когда-то хорошо, вам возвращается, пусть через помощь руками других людей. Но и если мы что-то сделали, ну, ляпсус какой-то, здесь ошибку на доработку судьба нам тоже может вернуть. Будьте к этому тоже готовы, как изменится ваша жизнь. Но вот как раз ретро-меркурий дает возможность что-то пересмотреть, переделать, переподписать, как-то переиначить. Так что же там прояснится? Ух ты, как здорово! Мир. Я искренне надеюсь, мои дорогие, что, наверное, сама Вселенная, если не галактика, стремится к миру. И, может быть, это и сильный мир из всего все же, да, что изменится, что прояснится, где-то меняется как по судьбе, как общая какая-то атмосфера, или меняется как какая-то прежняя парадигма, и все стремится буквально к миру. Возможно, то, что мы слышим поначалу, в последующем, это не конечная, опять же, точка решений, пусть это даже чужие решения, может быть, и на высоком уровне. Здесь все равно будьте готовы, проясняться некоторые вопросы, может быть, которые связаны, особенно для кого это актуально, например, да, когда меня смотрят люди из разных стран, где-то заблокированные границы, невозможность перемещения. Но вот, видимо, все равно все идет к тому, прояснятся эти вопросы, по крайней мере, пусть на какой-то малый процент, что, видимо, сам мир к этому миру и стремится. Поэтому есть какие-то добрые тенденции, мои дорогие. И это старший аркан. Как старший аркан всегда общую какую-то тему, общий фон нам больше показывает. И тут действительно к завершению, к миру
как и решить вопрос вы сами можете, так и словно Вселенная сейчас или ваша судьба для вас открывает пути дорожки, когда весь мир у ваших ног, мои дорогие. Нет для вас ничего невозможного. Давайте узнаем. Ну, а что же уйдет? Что вы завершите сами? Ну уж не знаю, что вы тут завершите. У кого что, наверное. Карта победителя. Победа будет. Победа за вами. Но всегда по этой карте. И нам показан победитель, да, тут как будто ему встречают, аплодируют, рукоплещут, как мы говорим. А он очень уставший. Он так спокойно за этой суматохой наблюдает. Он знает, сегодня толпа кричит одно, завтра будет кричать другое. И он понимает, что ему теперь с короткой какой-то передышкой или отдыхом придется переключить внимание на сохранение уже достигнутого. У вас победа будет, но она потребует от вас сохранений. Поэтому тут действительно уходят какие-то разочарования, пусть это даже какие-то ляпсусы, ошибки, которые мы будем переделывать, но тем не менее это имеет смысл. Это имеет вообще даже, я бы сказала, как какую-то точку завершения, когда мы потом уже, как впоследствии, не получим какой-то обратки из прошлого. Если мы говорим, если даже сложные какие-то вопросы, темы вам тут придется решать. Но и, в принципе, победитель, это может быть все что угодно. Это и ваша популярность, к примеру, или как какое-то дело постепенно, медленно, но верно вы завершите. Вы можете не сомневаться в своей победе, мои дорогие близнецы. Итак, главное событие. Чем запомнится июль? Ух ты как! Две карты, которые говорят карма, справедливость, да, мы говорим, или судьба. Верховный жрец – это, ну, всегда какая-то система иерархии. Это провластная, тем не менее, карта, которая подразумевает и закон, и порядок, и какую-то, ну, как последовательность, мои дорогие. Может быть, отчасти даже организация жизни. Вот здесь, чем запомнится июль, придется как и себя перестраивать. Ведь это карта учителя и ученика. Когда мы и готовы и учиться, но и мы сами как кого-то тоже учим. Иногда мы говорим по этой карте кармические отношения. И значит, тут могут быть те персоны, главное событие. Ну, с учетом карты же Верховный Жрец, мы говорим иногда как запись актов гражданского состояния. Ну, буквально, может быть, у кого-то свадьбы, я допускаю, у кого-то может быть и развод, да, но это вас тогда освобождает. То есть вы так или иначе, новый уровень, мои дорогие, а у кого-то это новая должность может быть. Кстати, те, кто из вас работает в сфере просвещения, тут я бы сказала дважды. Каким-то образом, может быть, в течение июля будет вакантная должность и опять же обстоятельства. Может быть, тот человек, который не собирался увольняться, к примеру, здесь задумается и уволится, а для вас откроются новые перспективы. Держите руку на пульсе. Тут сама судьба, повторюсь, вам помогает. Ваш главный ресурс, о, как шикарно. Это все то, что стабильно. Это надежные люди, надежная работа. Надежный, может быть, даже ресурс ваш финансовый, когда пусть это даже небольшие деньги, но это в виде той работы, которая или какого-то поступления, может быть, у кого-то пенсия, стипендия, или пусть это какие-то выплаты, да, но вы знаете, они получат, вернее, вы их получите при любой погоде, при любых обстоятельствах, но, может быть, это вот некий базис, который вы создаете, а к этому вы можете что-то доизучить, добавить. Это будет тоже где-то символично, как вторичный доход или дополнительный заработок, у кого-то может быть пассивный заработок, работа из дома, да, или из любой точки мира с учетом вот этой карты. И это тоже вот для вас главный ресурс, умение быстро перестроиться. Ну и, конечно, эта карта как и дома, так и конкретно вот дома, да, если мы говорим вопросы именно жилища, стены, ну и наши домочадцы, кто с нами, куда идем мы сами, и кто нас сопровождает. Ну и куда ж ты без них, без денег, да? Деньги – один из способов взаимодействия с миром. У вас все получится.
Нечего мне добавить. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые близнецы. А я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за вашу помощь, поддержку моего творчества, за ваши душевные комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте публикации на моем сайте, подписывайтесь на мой телеграм-канал. А я вас люблю. И вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.